Всем привет! Это технический обзор мотоцикла Suzuki TS200. Не смотрите, что на нем написано RM на пластике. Вот, это TS200. Вот, с Японии он нам пришел в 2020 году. Мы его, к сожалению, только в конце 2020 года смогли, до него руки, так скажем, дошли. Вот, в этом видео мы его разберем его техническое состояние, возможно, на нем прокатимся, ну и опишем, как бы, по большей части, такие сугубо мои личные ощущения. Вот. Ну что ж, приступим. Как обычно, мы начинаем с того, что смотрим его визуальное состояние внешне. То есть у этой модели идет железный бак и пластиковые элементы. То есть, грубо говоря, зад пластиковый, боковушки пластиковые, переднее крыло и боковинки. Вот. Ну, пластиковый где выгорел на солнце, поэтому нам пришлось его подзащищать, типа вот здесь. Ну, если кому это не нравится, можно просто это, собственно, дело выкинуть. В первую очередь, конечно же, выгорает у нас на солнце именно вот эти защиты рук. Вот. Но в целом, как бы, пластик не сильно пострадал. То есть, правило, когда зачищаешь их когда подготавливаешь после выгорания, они теряют в толщине. Но пластик довольно-таки толстый у нас. Вот. Бак у нас не ржавый. После того, как мы глянули визуальное состояние, переходим к состоянию внешнему по двигателю. Ну, видно, что двигатель не облезший, в принципе, в хорошем состоянии. Карбюратор чуть похуже, видно, окислы на алюминии. Смотрим дальше. Задняя резина уже начала трескаться, но имеет хороший остаток. То есть можно будет гонять на нем смело, пока у вас шипы все не поотлетают. Но, как правило, это на один сезон должно хватить. Передняя резина, состояние получше, но все равно потресканная. То есть, грубо говоря, вы берете технику, вы на ней спокойно ездите, ну и уже по факту меняете резину. Потому что на таких мотоциклах, как TS200, KDX200, кроссах и эндуро, двухтактных, четырехтактных, на них всех резина — это расходный материал. То есть, если вы смотрите для себя такой мотоцикл, вы должны понимать, что резина — это расходный материал. То есть, ну, как правило, для нормальных покатушек с таким мотором на мощностном клапане, то есть резина — это 1-2, ну, может быть, 2-3 прохвата таких, что на весь день. Честный пробег мотоцикла составляет сейчас 21 973 километра. На данный момент вилка у него не течет. То есть сейчас мы покачаем вилку. Я вот поставлю камеру в одном кадре и покачаю вилку. Потом подойду поближе, покажу следы. То есть вот качаем вилку. И сразу качаем амортик. Амортик, кстати, у него полностью рабочий. Вот, берем камеру, подлетаем, смотрим, следов, не знаю, видно, нет? Следов на вилке, потеков нет. Вот, амортизатор задний тоже у него не течет. Ну, как правило, знаете, после долгих стоянок, то есть если, к примеру, у нас месяц-два постоит мотоцикл, бывает, что выгоняешь его и смотришь, вилка начала течь. Но это исправляется либо началом его эксплуатации, либо с заменой сальников. Сальники по факту тоже расходный материал. Так, получается, номер RAM у него SH12A 100-394. Давайте еще посмотрим тормозные диски. Тормозные диски задние в отличном состоянии, но износ небольшой имеется. То есть практически не ощущается пальцем, но он есть. Колодки остаток примерно около 30%. Передок у нас практически без износа. Так, остаток колодок визуально где-то 50% на глаз. Вот. Касательно цепи. Как будто новая у нас задняя звезда на нем. Возможно, она новая стоит с Японии. Передняя тоже в хорошем состоянии. Ребят, самое главное понимать, что это мотоцикл у нас 1989 года выпуска. То есть вы представьте мотоциклу сколько лет и в каком отличном состоянии он сохранился. В двигателе отличнейшая компрессия, то есть я его заводил на холодную, и он даже иногда пинается мне в ногу. То есть настолько хорошая компрессия. И провернуть не всегда получается. Сейчас мотоцикл подостыл. Заводится он следующим образом. Будем пробовать его заводить с опущенным подсосом, без подсоса. Возможно, он заглохнет сразу. Посмотрим. То есть холостой у него без подсоса, понятно, сейчас будет пониже. Сейчас он секунд 30 поработает. Я на нем прогазую. Здесь стоит система подачи масла, маслонасос. Он также регулируется, количество масла регулируется, подаваемое при открытии газа. Вот.
Он полностью рабочий. То есть сейчас в бак залит чистый бензин. Клапан мощностной здесь тоже работает. Сейчас я тут прокачусь и продемонстрирую. Кружочек маленький сделаем. Холостой ход мотоцикл также держит, на колесо подрывает. Ну, короче, я просто в шоке на самом деле. Вот каждый раз к нам приходит подобного плана мотоциклы, каждый раз я удивляюсь, как вот мотоцикл такого года сохраняется в таком хорошем состоянии. Ребят, я надеюсь, я подробно описал его техническое состояние, технические моменты. Если у кого останутся какие вопросы, я всегда рад обратной связи. Пишите свои вопросы, либо не вопросы в комментариях. До новых встреч!